Друзья мои, всем привет! Приветствую вас вновь на своем канале. Вы часто меня просите показать клинику, где я работаю. Но мне кажется, просто сделать обзор клиники — это скучно, банально и мало кому интересно. Я решил показать вам святая святых. Ну а прежде всего, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, и его сможет увидеть больше аудитория. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. А в этом выпуске я вам покажу святая святых клиники. Это лаборатории. Да, действительно, мне самому тоже очень интересно, потому что я буквально видел одним глазком. Но руководство клиники разрешило сделать обзор, и мы с вами идем туда, где творится магия в медицине, где готовятся ваши результаты анализов. Так, друзья, ну что, мы пришли в лабораторию, заходим вот в первое отделение. Здесь стоят аппараты для общего анализа крови, анализаторы гематологические. То есть общий анализ крови определяется в основном автоматическим методом на вот таких аппаратах. Лаборант работает. Это вы загружаете кровь, правильно уже? Общий анализ крови, да, здесь только? Угу. И второй, точнее третий аппарат, это аппарат, который работает с коагулограммой. И, соответственно, если выявляются какие-либо патологические клетки, то лаборант пересматривает ручным методом с помощью микроскопа, также смотрят мочу, различные соскобы. В общем, можно быть уверенными, если выявляются какие-либо патологические клетки, то обязательно пересмотрят ручным методом. То есть не только аппарат, это очень важно, это говорит об уровне лаборатории, которая следит за качеством предоставляемых услуг. Очень интересно на самом деле. Но не будем отвлекать, пойдем в следующий отдел, где занимаются биохимией. Так, и мы подходим в отделение. Насколько я знаю, здесь работают с биохимией. Правильно? Здравствуйте. Здравствуйте. То есть вы с биохимией работаете, да? Да, у нас это лаборатория, работаем с биохимическими анализами и ИФА. ИФА. Такие космические у вас аппараты просто. Да, у нас Siemens аппараты. Siemens. Это Immuline. То есть здесь ИФА-анализы, да, в основном? В этом аппарате проводятся ИФА-анализы. Конечно, мы здесь контейнеры, у нас постановка проводится. И То есть все в электронной системе, да? Всё Ничего не электронная потеряется система. никогда, Нет, ни нет, ошибок никогда никаких не будет. ошибки не бывает. Отлично. И у нас закрытая система аппарата. И биохимические. Постановку проводят уже от компьютера в это. То есть конкретно какой показатель, да, нужно Показать, выполнить. какие анализы, какие параметры, все передается в аппарат. И когда мы команду дадим в аппарат, То есть даже если в одном аппарате вы поставите от разных пациентов, кому-то нужно АЛТ, СТ, например, посмотреть, кому-то глюкозу, все равно, независимо от того, что будет там много пробирок с разными анализами, аппарат будет одновременно это все определять, да, каждой пробирки. То есть отдельно ничего ставить не нужно, не только нужно, глюкозу, потому либо что только... все реагенты у нас здесь внутри аппарата находятся. То есть там определенные картриджи с реагентами, да, которые... Картриджа обновляется, да, по мере расходования? А здесь что у вас? У нас есть центрофуга, холодильники, термостат. То есть это то оборудование, которое необходимо для подготовки анализов, да? То есть это не выглядит, просто пациенты думают, что взял пробирку с кровью и сразу поставил аппарат, все. Это подготовка идет там с помощью термических каких-то воздействий. Можно сказать, кабинет. Здесь у нас вытяжной шкаф. Шкаф вытяжной. Ну, Центрофуга. Здесь Так, это центрифуга. это для мочи. Так, это аппарат, работающий с мочой, да? Да, тест полоски. Тест полоски. То есть это экспресс, да, какой-то анализатор? Да. Это у нас шесть аппарат. Кислотно-щелочное состояние, да? Да.
Но это в основном запросы реанимации, наверное, да, после операции, предоперации, кардиологи. Мгм. Этот аппарат у нас перекодированный гемоглобин находится. То есть гликированный гемоглобин это совершенно отдельный аппарат, да, то есть не в тех больших агрегатах, а отдельно выполняется. А подскажите, пожалуйста, а дедимер вы определяете Да, дедимер тоже. тоже каким-то отдельным аппаратом? Да, Мгм. один делаем. Дедимер. У нас есть память, есть. ИФА, да. Мгм. И молодец. То есть здесь дедимер смотрите. Здесь тоже дедимер смотрится. Ну, Просто я знаю, что бывают какие-то быстрые анализаторы, да, если нужно срочно Мгм. А, то есть здесь и коагулограмму смотрите? и коагулограмма, И- и здесь дедимер, который вы дедимер. говорите же, быстрым методом. Да, то есть если нужно экспресс, да, У делать? нас реагенты есть. А если вот врач назначает, допустим, ко мне приходит пациент, и мне нужно общий анализ крови посмотреть экстренно, ну, чтобы верифицировать то или иное состояние, вы делаете или только если пациент приходит утром натощак там до 10? Нет, делаем. То есть если необходимо цита, да, Необходимо, если врач рекомендует, что надо проводить, вообще Мгм. надо сказать, то без проблем можно? надо. Мгм. То есть, ну, это очень удобно, важно в современных условиях, чтобы... Часто Мгм. Друзья, еще вот покажут аппарат, который проводит окрашивание, да, мазков крови. То есть лаборанты сами не красят, как по старинке, а именно аппарат, который окрашивает. Сам краски есть, мы как-то кладем туда. Вот. Интересно. Сюда кладется. Мгм. И вот. Но мазок вы сами делаете на стеклышко, да, А мазок стёкло крови? сюда ставим, она сама автоматически берет, М. красит и нам дает отсюда. Уже окрашенный вариант. Интересно, да. То есть вам уже облегчает работу, уже не нужно, потому что окрашивание это сложный рутинный такой метод. Да, и тем более немецкой краски все, А, то есть импортный из Германии, да? а сименские все. Она сама Ну всё то есть сама компания поставляет вам расходники. Мгм, хорошо. Отлично, отлично. Спасибо огромное. А сейчас у нас есть возможность посмотреть весь процесс от подготовки крови до проведения анализа. Друзья, предварительно, прежде чем кровь заправляется в аппарат для проведения анализов, она подготавливается. Ну и, соответственно, проходит центрифугирование в таких центрифугах. И далее лаборант забирает кровь, чтобы отправить в аппарат. Вот сейчас мы наглядно, у нас есть возможность посмотреть, как это все делается. Потому что многих интересует, как вообще проходит этот процесс, действительно ли все делают, все как нужно. Ну вот, у нас есть возможность все увидеть своими глазами. Так, достается такой картридж из аппарата, и сейчас лаборант будет вводить данные и заправлять пробирки в картридж. Все пробирки учитываются, маркируются, чтобы не перепутать, чтобы каждый пациент получил именно свои результаты. Далее заправляем в картридж такой.
пробирка открывается для того, что, ну, насколько я понимаю, для того, чтобы аппарат мог туда войти специальным забором и взять необходимый материал для исследования. И далее устанавливается в аппарат. Так, и мы сейчас запускаем аппарат, правильно? Мгм. Мгм. Вот, запустили аппарат. Сейчас он начнет работать. Там специальная трубочка, которая будет забирать материал. О, у нас даже есть возможность обалдеть. Тут целый механизм. Ничего себе. Целая такая микролаборатория в одном аппарате. Вот он, видите, отсканировал, где есть пробирка, и подвел к забору. Материал забрался и теперь отправляется на исследование со специальными реактивами. Друзья, еще очень важно, вот я уточнил у лаборанта, что реактивы используют все компании-производители оборудования. То есть невозможно купить аппарат и потом заливать туда непонятного происхождения реактивы. То есть обязательно используются только расходные материалы компании-производителя. Но это, конечно, влияет на точность анализов. То есть все, как полагается, проходит под строгим контролем качества. Так, а сейчас лаборант будет проводить иммунологические исследования, то есть методом ИФА, правильно? Угу. Точно так же берутся пробирки, сканируются и заправляются в специальный картридж, который отправится потом в аппарат. И вот выбирают, какой именно анализ необходимо провести для той или иной пробирки. Ну, потому что разные пациенты, у каждого пациента свой набор необходимых анализов. Поэтому нужно это все уточнить в процессе регистрации. И теперь картридж направляется в аппарат.
заехал. Теперь начинается работа. Друзья, благодаря вам и я своими глазами вижу весь этот процесс. Мне самому безумно интересно. Не хочется выходить из лаборатории. Чек. Выходит вот в таком виде, да, результат? Мгм. Мгм. И автоматически еще в системе появляется. То есть и у доктора, Да, и удобно. и пациенту можно распечатать, да? Да, если Мгм. телеграм есть, у него сразу отправляется. То есть вы там указываете телеграм, номер телефона. Да, контакт. Мгм. То есть лишних движений не происходит, все быстро, автоматически. Да, и вот передается, мы валидируем Мгм. результаты Мгм. и автоматически Отправляете. видно будет это Мгм. врачу и передается в это. Отлично. А вот вы говорите, ежедневно проводите контроль качества. Это каким-то тестовым образцом происходит? То есть сравнивается с каким-то стандартом или каким образом? Да, стандарт есть у нас. То есть, друзья, вот как лаборант рассказала, как только приходят новые реактивы, аппарат калибруется после заправки, правильно, реактивов, и ежедневно происходит контроль качества тоже со специальными реагентами, которые, ну, там по определенной схеме лаборанты проводят. То есть очень важно, чтобы если вдруг происходит какой-то сбой, либо какие-то неточности, это моментально устранялось и не было нарушений в анализах. Это вот начал работу свою аппарат для ИФА, исследований, иммуноферментный анализ. Так как система закрыта, вот мы видим, проходят пробирки, точно такое же сканирование. Это что за процесс? И теперь начал работать. То есть аппарат отсканировал пробирки и теперь начал работу. В соответствии с заданными параметрами, заданными анализами. То есть вот он забирает материал и отдает для проведения исследований. Материал хранится длительное время, то есть в течение месяца хранят кровь на случай спорных каких-то моментов, если нужно провести контроль, то есть, ну, если пациенты имеют хронические заболевания и нужно контролировать какой-то процесс. И результаты также хранятся длительное время для того, чтобы врач мог сделать запрос при необходимости и провести сравнительный анализ. Так, друзья, теперь еще зайдем в ПЦР-лабораторию, посмотрим, что происходит здесь. Такая святая святых любой клиники, и нам разрешили снять видео. Здравствуйте. Так, это, насколько мне известно, ПЦР-шкаф, да, правильно называется? Угу, ПЦР-бокс. И какие анализы вообще выполняются в данной лаборатории вашей? В нашей ПЦР-лаборатории выполняются такие анализы, как гепатиты, все виды Б, С, Д, ПЦР-исследование мазков на ТОРЧ-инфекции, вирус папилломы человека. А что сейчас на данный момент с ковидом? Ну, с ковидом
тоже мало выявляем. То есть на спад, да, пошло? Да, Мгм. инфекция идет на спад. А насколько часто папилломавирус пользуется спросом вообще анализ? Ну, он, В основном гинекологи, да, наверное, работают? гинекологи, урологи, да, мы его определяем по крови, по мозгу, и ну, можно сказать, что он часто выявляется положительным. Ну, И это важно в любом случае для профилактики рака шейки матки да, женщин. его стоит Мгм. проверять как минимум раз в год. Мгм. А подскажите, пожалуйста, то есть у вас полный цикл анализов, или вы здесь только забираете материал и куда-то направляете? Нет, все мы сами делаем. Как Мгм. видите, у нас все оборудование, все Мгм. есть, ПЦР. Это основной бокс или есть какое-то еще оборудование? Это у нас вообще ПЦР-лаборатория разделяется на 3 Мгм. части. Первая часть — прием материала, Мгм. он тоже ведется у нас там. Вот Мгм. с окошка мы берем материал, и этот, как вы видите, эта комната у нас комната для выделения. Выделение. Мгм. Да, А еще- основное где делают? Основное, вот мы делаем выделение, Мгм. потом у нас есть еще комната, бокс реакционной смеси, где мы Мгм. готовим, тоже стерильная комната. Мгм. И основной это ПЦР-амплификатор, где находится Мгм. у нас сам аппарат, и там вот в основном идет вся реакция. Мгм. Мгм. Можно? Амплификатор можно посмотреть? Да? Друзья, я честно работал в лаборатории еще в университете. Мы занимались разработкой Т-системы выделения мутаций гена коллаген 7А1. Кстати, у нас такой же, по-моему, амплификатор стоял. Самый хороший, Мгм. это шестиканальный, германский, Мгм. который идет в работе, и Мгм. мы тоже ей пользуемся. Прекрасно. Но запрос есть на ПЦР, да, исследование? Ну да, ковид сейчас чуть спал, но Мгм. женские мозги, так что Женские. инфекция ВПЧ, Мгм. разброс большой. Угу, отлично. Друзья, ну вот такой интересный, мне кажется, обзор получился. Я сам прям получил колоссальное удовольствие от того, что побывал в лаборатории, потому что, ну, открою вам секрет, врачи тоже практически не видят всего этого рутинного процесса. Закулисная жизнь в клинике проходит своим чередом, поэтому мы, как врачи, в основном занимаемся приемом пациентов, а вот лаборатория, какая-то диагностика, мы туда никогда практически не заходим. И вот появился шанс, и мы вместе с вами побывали вот на такой экскурсии. Я думаю, вам понравилось. Пишите в комментариях, если какие-то есть вопросы, ваши впечатления. Буду благодарен за отзыв. Напоминаю, те, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что впереди вас ждут новые интересные выпуски. Всем желаю крепкого здоровья, будьте активными, позитивными, мирного неба над головой.